Мы объехали больше 90 стран, но Япония – это единственное место, где мы почувствовали себя в другой вселенной. Не просто в другой стране, а в другом мире. Это вкусно. Пойду за добавкой, наверное. Конничуа, друзья! Приветствуем вас в стране восходящего солнца Японии. В этом выпуске мы познакомимся с сумасшедшим Токио, с его великолепными локациями. Побываем в старинной столице Японии, Киото, и узнаем ее историю. А также увидим старинные храмы города Нары. Ну, естественно, будет море японской еды. Так что приятного вам просмотра и не забудьте подписаться. И поставить лайк. И начнем мы с Токио, города, с которого для большинства людей начинается их знакомство с Японией. Но чтобы понять Токио, нужно сначала понять саму Японию. Это страна-архипелаг, состоящий более чем из 6000 островов, на которых проживает около 125 миллионов человек. 4 главных острова – Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку – формируют сердце страны, и именно тут живет почти все население. История Японии уходит настолько далеко, что точный момент ее начала до сих пор неизвестен. Люди жили на территории современных японских островов уже более 30 тысяч лет. Археологи находят следы стоянок времен позднего палеолита. На японском языке страна называется Нихон или Ниппон, что означает «страна восходящего солнца». И именно отсюда начинается ее уникальная история. История, которая продолжается уже тысячи лет. Прилететь сюда проще всего через аэропорты Нарита или Ханеда. И в этот момент, когда вы делаете первые шаги в терминале, уже чувствуете, что попали в место, которое не похоже ни на одну другую страну. Мы летели из Канады и выбрали авиакомпанию Zip Air, японский лоукостер, который предлагает выгодные билеты. 10 часов пути, и мы в Токио. Первое, что нужно сделать после прилета, это подключить интернет. Мы ничего не покупали, потому что наш роуминг отлично работал в Японии и стоил недорого. К тому же по городу много мест с бесплатным Wi-Fi. Второе – это обменять деньги. Да, мы в Японии, да, как будто в будущем, но наличные здесь все еще очень важны. Их принимают на рынках, в мелких кафе, и даже многие автоматы работают только с кэшем. Официальная валюта – японская иена. Одна иена – очень маленькая единица, поэтому цены кажутся большими по цифрам. Японские банкноты – одни из самых защищенных в мире, хотя на вид напоминают простую бумажку. Подделать их практически невозможно. И интересный момент – кто изображен на купюрах. Мы привыкли видеть президентов, королей или лидеров стран, но в Японии не так. Императора вы на купюрах не увидите. После принятия Конституции 1947 года у императора забрали фактическую власть, оставив его символом государства. Изображение на деньгах могло бы восприниматься как политическое влияние или шаг назад к милитаристской Японии. Поэтому на японских банкнотах изображают философов, ученых, врачей и общественных деятелей. Ну что ж, деньги мы поменяли, теперь осталось разобраться с транспортом. В Токио находится самое загруженное метро в мире. Чтобы изведать город. Метро – самый идеальный вид транспорта в Токио. И классный он тем, что он есть практически здесь везде. Метро
огромная и захватывает весь город, поэтому пользоваться Uber'ом, такси нет надобности. Метро все покрывает. Оно перевозит до 10 миллионов человек в день по более чем 280 станциям. И, конечно же, знаменитая японская пунктуальность добавляет ему шарма. Среднее годовое опоздание поездов составляет всего 12 секунд. Чтобы пользоваться общественным транспортом, лучше всего иметь IC-карту. Это универсальные бесконтактные транспортные карты, которые работают почти по всей Японии. Если же вы, как и мы, не хотите покупать такую карту, можно брать разовые билеты в автоматах. Оплата принимается наличными или картой. И вот теперь у нас есть все, чтобы исследовать самый большой мегаполис мира, в котором живет до 40 миллионов человек, если учитывать всю огромную агломерацию. И начнем мы наше знакомство с Токио с его самой знаменитой улицы. В Токио вообще огромное количество знаменитых улиц, каждая со своим характером, со своим ритмом, со своей атмосферой. Многие из них похожи друг на друга, яркие вывески, бесконечные потоки людей, музыка, магазины, рестораны. Но есть одна улица, которая выделяется среди всех, та, о которой слышали даже те, кто никогда не был в Японии. Это Шибуя. Шибуя – сердце молодежной культуры Токио. И именно здесь находится самый знаменитый пешеходный переход в мире Шибуя Кроссинг. Каждый раз, когда загорается зеленый свет, движение начинается одновременно со всех направлений, и улицу пересекает настоящая человеческая волна. По оценкам, этот переход пересекает до 2,5 миллионов человек в день. Это больше, чем население некоторых стран. И смотреть на это – отдельное удовольствие. Лучшее место для наблюдения – Шибуя Скай, современная смотровая площадка, расположенная на крыше небоскреба. Okay. Two adults? Yeah, 2 kids. How old are you? 5 and 5. Okay, so kids is free. Okay. So are you okay? Okay. Okay, this can please take over safety on the rooftop. This can take over there. Thank you. Наверх не пускают в шляпах, наверх не пускают в головных уборах, которые могут слететь, потому что здесь сильный ветер. Но на самом деле здесь не такой сильный ветер, просто японцы, естественно, хотят перестраховаться. Поговаривают, что здесь в хорошую погоду, наверное, не в такую, как сейчас, иногда можно даже увидеть Фудзи, но мы ее почему-то не видим. Sorry, lady, Фудзи? Where is Фудзи? Fuji is this way, Over there? but today can't. Today cancel. Значит, Фудзи вон там, но сегодня Фудзи не захотела нам показываться. Вот где-то она вон там. Отсюда видно весь город, бесконечный мегаполис, сияющий неоном, живущий. А когда смотришь сверху, как тысячи людей пересекают знаменитый перекресток, понимаешь масштаб японской синхронности, хаос, который работает как часы. Но Шибуя – это не только переход и небоскребы. Рядом находится один из самых знаменитых памятников в мире – памятник Хатико. Если вы раньше не слышали эту историю, она станет одной из самых трогательных в вашем путешествии. Хатико был Акита Ину, который каждый день встречал своего хозяина, профессора на станции Шибуя. Однажды хозяин внезапно умер на работе и не вернулся. Но Хатико продолжал приходить на станцию каждый день в течение почти 10 лет, ожидая его. Жители района кормили его, заботились о нем, а после его смерти установили памятник, символ бесконечной верности и любви. Более подробно эту историю можно посмотреть в этих фильмах. Отдельно хочется рассказать про чистоту. Буквально через несколько часов в Токио вы замечаете одну удивительную вещь. Насколько здесь чисто. Причем не просто чисто, а чисто до нереальности. Тротуары, станции метро, подземные переходы – все выглядит так, будто их только что вымыли перед вашим приходом. Но самое интересное – это не заслуга армии уборщиков. Вот когда ты приехал с Канады и помнишь, какие там переулки, и смотришь на японские переулки, вы только посмотрите. Улицы все чистые, просто не бумажки.
ни мусора. Я не знаю, у меня ощущение, что они убирают здесь зубными щетками, просто чистят. Чистота просто. Ну, японцы, видно, еще те педанты. В Японии практически нет привычных нам мусорных баков на улицах. После терактов в 90-е годы их просто убрали. И с тех пор японцы следуют одному простому правилу. Мусор, который ты создаешь, твоя ответственность. Местные спокойно носят упаковки и бутылки с собой до дома или до ближайшего супермаркета, где стоят сортировочные станции. И это не считается чем-то неудобным, это просто часть культуры. Чистота здесь держится не на запретах, а на уважении. Уважении к городу, к людям вокруг и даже к самому себе. Японец никогда не бросит бумажку на землю, потому что для него это как оставить грязь в собственном доме. А теперь самая любимая тема многих путешественников – еда. Что же по еде в Японии? Если вы хотите понять японскую культуру, начните не с музеев, а с того, что на их столе. Японцы едят просто, но очень качественно. У них есть самое популярное блюдо, которое покорило весь мир. И да, конечно же, я про суши. Но внутри страны это вовсе не что-то праздничное. Это скорее часть повседневности, как у нас бутерброд или тарелка супа. Вот такое интересное меню в ресторане. И самое главное, это вот наши суши. Смотрите, есть даже подобные нам шримп-роллы, сальмон-ролл, похож наверное, на Калифорнию. И очень популярные вот эти вот круглые боулы. Вот они. В целом ассорти. Что же такое суши, друзья? Я думаю, что все заказывали у себя и знают. Ну, честно говоря, такие, как у нас подаются суши, мы здесь не встречали. Так вот, суши – это национальное японское блюдо, которое придумали сами японцы. В отличие от рамена, удона, KFC и китката, это действительно придумали сами японцы. И состоит это слово из двух значений. Су означает уксус, ши означает рис. Японцы придумали заворачивать рыбу в рис, либо рис в рыбу, это уже кому как будет удобно. Так вот, сушами в Японии называют все. И даже сашими, это такая сырая рыба, нарезанная, даже роллы, у них все это называется суши. А вот роллы, которые мы у себя называем, на самом деле суши, хотя это роллы, они называют маки. Поэтому будете в Японии, знайте, что маки это роллы, а роллы это суши. Ну, я думаю, в ресторане вы разберетесь, потому что везде есть картинки. Как же правильно кушаются суши? Берется, наливается соевый соус, вот берется само суши, вот, рис с рыбкой сырой, и вот маленьким кончиком чуть-чуть макаете, не надо его купать, не надо, это не маленький ребенок, чуть-чуть макнули, и все. Я вообще, честно, люблю даже без соевого соуса, но если вы фанаты соевого, то знаете, чуть-чуть, а вот это вот размешивание васаби внутри, это считается дурным тоном. Ну а вот король японского стола – это рамен. И несмотря на то, что его придумали в Китае, свою популярность он обрел именно в Японии. И рестораны, где его готовят, находятся на каждом шагу. К слову о ресторанах. Они тут удивляют. Большинство из них очень маленькие. Крошечные столики, низкие потолки, хозяин, который одновременно и шеф, и официант. И есть такой тип заведений, который мы особенно полюбили, где вы сами жарите мясо прямо у себя на столе. Мини-гриль, дымящаяся поверхность и ощущение, что участвуешь в создании блюда, а не просто ждешь заказ. Такие места передают саму суть японского отношения к еде. Простота, но с вниманием к каждому моменту. И если говорить о мясе, то невозможно не упомянуть вагю, одно из самых дорогих и культовых в мире. Это не просто мясо говядины, это произведение искусства. Вагю выращивают по строгим стандартам. Корм, условия, уход для коров – все тщательно контролируется. Главная фишка – невероятная мраморность. Толстые белые прожилки жира, которые тают при низкой температуре. Готовят вагю обычно на специальном гриле или камне. Буквально несколько секунд на каждой стороне, и все, оно уже тает во рту. Это дорогой продукт, и его цена полностью объясняется качеством и объемом ручной работы, вложенной в каждый кусочек. Когда вы ходите по заведениям, вы заметите еще одну странную и забавную особенность – муляжи еды или сампуру. Они появились около 100 лет назад, в начале 20 века, когда Япония начала привлекать иностранных гостей, которые не умели читать меню.
Первые муляжи делал мастер Фумио Тане, фактически отец всей индустрии. Его идея была проста – показать блюдо так, чтобы оно выглядело даже лучше, чем в реальности. И у него получилось. Сегодня сампуру – это целая профессия. Мастеров называют шоукухин сампуру ши, и стоимость одного реалистичного муляжа может достигать нескольких сотен долларов, потому что все лепится вручную, из винила или силикона с точностью до капли соуса. И есть важное правило – если блюдо в реальности сильно отличается от того, что изображено на муляже, японцы просто его не купят. Визуальная честность обязательна, поэтому рестораны так тщательно следят за тем, чтобы еда выглядела как на витрине. Если мы говорим про еду, не можно не упомянуть вендинговые аппараты. Если вы думаете, что автоматы – это про газировки и шоколадки, то Япония удивит вас. Здесь они везде – на вокзалах, на улицах, в парках, даже в тихих жилых районах. Почему же японцы их так любят? Потому что это про удобство и доверие. Аппарат всегда работает, всегда чистый, всегда выдает качественный товар. А купить можно все, от горячего кофе до холодного рамена, от батареек до мороженого, даже свежие яйца или зонтики. А теперь немного о самом неожиданном японском рождественском традиционном блюде. Нет ни рыба, ни лапша, ни суп, а KFC. Да, в Японии на Рождество принято есть курицу из KFC. Я думаю, все из вас знают название кафе, которое находится позади меня, KFC. Это очень популярное американское кафе Kentucky Fried Chicken, который придумал полковник Сандерс, дядька, нарисованный на логотипе KFC. Это курица в таком специальном соусе, которая жарится в кляре по особому рецепту. И она стала очень популярна именно в Японии, благодаря одной рекламной кампании. 1970 год компания KFC проводит удачную рекламную кампанию, в которой указывает, что их курица является самым идеальным блюдом для рождественского стола японцев. После этого все японцы обязательно на Рождество заказывают курицу KFC. Вот так вот одна рекламная кампания делает ваше кафе популярным на всю страну. Ну и напоследок японский феномен, который кажется просто шоколадкой, но на самом деле это культурный символ – кит-кат. Почему он так популярен в Японии? Потому что фраза «кито кацу» созвучна со словом «обязательно победишь». Именно это попадание в японский язык сделало кит-кат не просто сладостью, а талисманом удачи. Поэтому его дарят студентам перед экзаменами, спортсменам, друзьям перед важными событиями. И продается он действительно везде – в автоматах, в магазинах, на вокзалах и в десятках вкусов. От зеленого чая до сладкого картофеля. Взяли мы их национальные десерты, бобы и... What this? It's a potato? It's not potato, green soybeans here. Ага, соевые бобы, понятно, зеленые соевые бобы. И самое интересное, что все это сладко. Так, сейчас мы будем это дегустировать. Это вкусно. Пойду за добавкой, наверное. А что не пьется? Как вы поняли, о еде в Японии можно говорить бесконечно, но у нас не кулинарный выпуск, поэтому давайте поговорим о том, что делает Токио по-настоящему уникальным, а не обычных кафе, которые вы не найдете в большинстве стран мира. В Японии сама идея кафе давно вышла за рамки места, где просто пьют кофе. Здесь это способ пережить эмоцию, уйти от стресса, расслабиться и иногда даже пообщаться с животными, которых вы никогда бы не встретили в обычной жизни. Так появились Animal Cafe – кафе с животными. Сейчас они кажутся чем-то привычным, но когда-то это было революционной идеей. Первые такие места начали открываться в конце 90-х, начале 2000-х годов. Их придумали как способ дать жителям больших городов то, чего им не хватало – тепла, спокойствия и живого общения, особенно тем, кто не может держать питомца дома из-за строгих правил аренды. Концепция взлетела моментально. Почему же? Потому что жизнь в Японии очень ритмичная, плотная, иногда даже перегруженная. И возможность хоть на час посидеть рядом с животным, погладить его, покормить, почувствовать уют стала настоящим спасением для многих. Сегодня Animal Cafe бывают самые разные.
кота-кафе, совиные кафе, кафе с ежами, кроликами, собаками, хорьками и даже с экзотическими животными, от рептилий до мини-кабанчиков. Но есть один вид кафе, который стал настоящим хитом – кафе с капибарами. Эти огромные добрые водяные свинки стали суперзвездами в Японии, спокойные, дружелюбные, невероятно милые. И мы тоже посетили одно такое место. Попасть туда без подготовки невозможно, бронировать нужно заранее, иногда за неделю, иногда даже за 2. Внутри нас встретила теплая атмосфера, мягкий свет, тихая музыка и капибары, которые вальяжно разгуливают рядом, ложатся к вам на колени или позволяют себя погладить. И ты ловишь себя на мысли, что сидишь рядом с самым расслабленным существом на планете, и сам становишься таким же. Такие места – пример того, как Япония превращает обычное времяпровождение в маленький эмоциональный ритуал. Токио – это не только небоскребы, улицы и районы, это еще и город-музеев. Их здесь столько, что можно путешествовать неделю и каждый день открывать новое. И один из тех, в который я мечтала попасть много лет, это музей Гарри Поттера. Друзья, ну что, сегодня настал именно тот день, когда я прошу всех фанатов Гарри Поттера прильнуть к экранам. Мы с вами отправляемся в удивительное путешествие по миру Гарри Поттера. Погнали! Да, я фанатка этой истории с детства, и когда узнала, что в Токио открылся собственный Warner Bros. Studio Tour, такой же масштабный, как лондонский, я понимала, туда я попаду в любом случае. Студийный тур Warner Bros. Tokyo – это волшебная вселенная, которая переносит посетителей за кулисы серии фильмов о Гарри Поттере. Открытие прошло 16 июня 2023 года. Главными достопримечательностями Studio Tour являются культовые декорации, которые полностью до мельчайших деталей воссоздают магию и атмосферу фильмов. Большой зал является центральным местом сбора в Хогвартсе и, возможно, одним из самых узнаваемых декораций в серии фильмов. Платформа 9,3 – культовая железнодорожная платформа, откуда студенты садятся на поезд Хогвартс-экспресс до школы чародейства и волшебства Хогвартс. Косой переулок – главная торговая улица, где ученики Хогвартса покупали школьные принадлежности. В витринах выставлены замысловатые и тщательно продуманные произведения искусства, которые посетители могут рассмотреть с близкого расстояния. Также известный как темный лес, посетители этого места могут исследовать лес, который становится тем более неприступным, чем глубже вы заходите, а также его животных и волшебных существ. В Studio Tour можно найти несколько заведений, где можно поесть и выпить, предлагая посетителям разнообразное меню, в том числе баттербир, популярный волшебный напиток. Детская мечта осуществилась. Я сейчас нахожусь возле дома Гарри Поттера. У меня в руках сливочное пиво. Что может быть еще лучше? Это очень вкусно. Ну и куда же, конечно, без шопинга. В конце обязательно он присутствует, но цена адекватная, честно. Весь мерч с Гарри Поттером по адекватным ценам. Мы сами приобрели нашим племяшкам, поэтому, вы знаете, хорошие цены, качественные товары. Обязательно нужно купить что-то на память. Но мы все-таки в Токио, городе будущего, и после классической магии хотелось увидеть что-то совершенно иное. То, что существует только здесь, в Японии. Поэтому следующим пунктом стал Team Lab Planets. Обычно все локации всегда нахожу я. А это наша первая локация в Токио, которую придумала именно Надя. Вот так вот. Мы сейчас заходим, неизвестно куда, написано: с кардиостимуляторами нельзя. Кричать нельзя. Все тихонечко. Ого!
Team Lab Planets – это иммерсивный музей цифрового искусства в Токио, где посетители ходят босиком, погружаясь в интерактивные инсталляции света, воды и проекций, становясь частью самого произведения с залами полными орхидей, зеркал, воды и других эффектов, создающих волшебный и постоянно меняющийся опыт. Музей стимулирует все 5 чувств, предлагает уникальное путешествие через природу и технологии и считается одним из самых популярных арт-пространств Японии. Музей состоит из 4 масштабных арт-пространств и 2 садов, где искусство вырывается за пределы стен. Инсталляции меняются в зависимости от присутствия и действий посетителей, создавая уникальный и неповторимый опыт для каждого. Это место обязательно к посещению для тех, кто впервые в Японии. Бронировать билеты нужно обязательно заранее. Это пока самое лучшее, что случилось со мной в Японии. Это невероятно. Когда мы вышли из музея, оказалось, что мы находимся в районе Адайба, одном из самых футуристичных и необычных районов Токио. Это классный новый район, с которого открывается великолепный вид на Токийский залив, на мосты и, естественно, на Статую Свободы. На новую Статую Свободы, которую французы подарили японцам. Французы умеют дарить статую, да? Одну подарили, самую, конечно, грандиозную, большую подарили американцам. Ну и небольшую подарили японцам. Поэтому у японцев тоже есть своя статуя. И она находится в классном месте, в отличном парке. Здесь, в этом районе Адайба, очень много развлечений. Торговый центр, музей робототехники. Там чуть дальше стоит огромный робот. А здесь впереди нас прекрасный Токийский залив. Друзья, захотите увидеть прекрасный вечерний либо ночной вид на Токио? Район Адайба, Статуя Свободы, Токийский залив и вот такой прекрасный вид на город. После Токио мы решили исполнить мечту, которая есть у каждого, кто когда-либо бывал в Японии. Мы отправились к символу страны, к тому самому идеальному силуэту, который виден на открытках, картинах, в аниме и в японских стихах уже сотни лет. Речь, конечно же, о Фудзияме, или просто Фудзи. Ну как вам поезд? Слушай, очень классно, так удобно. Удобнее, чем в самолете, реально. 3 столики, взял себе кофеечек, бутербродик, сидишь себе просто. На часах 9:31, просто секунда в секунду, минута в минуту поезд отправляется в Токио с точностью так же великолепно, как и с порядком. Фудзияма – это национальная святыня, символ гармонии и один из самых узнаваемых образов Японии. Но самое удивительное – это ее форма. Абсолютно симметричный конус, идеальный со всех сторон. Не зря говорят, что Фудзи – мечта перфекционистов. Смотришь на нее и кажется, что природа сама решила создать идеальную фигуру. Мы приехали туда летом, и тут нас ждало неожиданное открытие. Фудзи – красавица капризная. Летом не сезон для ее просмотра. В теплые месяцы гора почти всегда скрыта плотными туманами и облаками. И тот вид, который мы мечтали увидеть, белая вершина, идеально чистый контур, голубое небо, остался на открытках. Друзья, гора Фудзияма, она по своей высоте 3776 метров занимает всего лишь 35 место в мире. Думаю, какая гора занимает первое, нет смысла даже говорить. Но если она занимает 35 место в мире по высоте, то почему же она такая популярная? А дело в том, что эта гора, как и вся Япония, полностью идеальна. Со всех сторон у нее одинаковые параметры. И если где-то такая гора и могла появиться, то именно в Японии. Ну а если вы хотите увидеть эту гору, ну, не так, как мы, то, конечно, приезжайте в любой месяц, начиная с августа по апрель. Не надо сюда приезжать с конца апреля по конец июля, как это сделали мы, если ваша цель, естественно, посмотреть эту гору. Но когда вы будете сюда ехать, помните, что на горы Фудзи есть 2 смотровые. Одна северная, где находимся сейчас мы, и она является одной из самых красивых, и одна южная.
которая с другой стороны горы. На южную добраться легче. Туда ходят прямые поезда, станция так и называется, Фудзи Station, и где-то приблизительно за 1,5 часа вы доберетесь из Токио. На северную, вот где мы и где обсерватория, где открывается великолепнейший вид на Фудзи, сюда добраться чуть-чуть сложнее. Нужно с пересадкой. Но, как видите, мы же добрались, и у вас тоже это получится. Так вот, на северную сторону добираться сложнее, но локация эта является красивее. Поэтому, если будете выбирать себе смотровую на Фудзи, обязательно еще выбирайте локацию. Либо южную, либо северную, как это сделали мы. Нам выпал туман, но даже в этой невидимости есть что-то особенное. Ты стоишь перед символом Японии, которого не видишь, и все равно чувствуешь его присутствие, величие и тишину. Друзья, позади нас императорский дворец Японии. Смотрите, какой он огромный, большой забор, вокруг ров. И этот дворец служит резиденцией императора с 1868 года. Несмотря на то, что с 1947 года императоры утратили свою политическую силу, и на сегодняшний момент они, как британская королева либо король, по сути, всего лишь подписанты и больше остались как символом Японии, но они до сих пор проживают здесь. А до 1868 года императоры проживали не в Токио, и вообще Токио не было даже столицей. Столицей до 1868 года был город Киото. Но после 1868 столицу перенесли сюда, в Токио, потому что это был крупный город, он находился в лучшем расположении, чем Киото, и с этого момента Токио является не только крупным городом Японии, но и столицей. И на сегодняшний момент здесь проживает, друзья, 14 миллионов жителей. А если взять еще и префектуры, то все 40 миллионов. Ну а теперь, друзья, самое время переместиться в бывшую столицу Японии – Киото. Токио – столица всего лишь около 150 лет, а до этого на протяжении более 1000 лет главным городом страны, ее культурным и духовным сердцем был Киото. Это был город императоров, придворных поэтов, самураев, мастеров чайной церемонии, храмов и садов. Именно здесь сохранилась настоящая Япония, та, которую мир считает волшебной. Чтобы увидеть многие достопримечательности, мы решили передвигаться на такси. А в Киото даже они особенные. Место молодых водителей – дедушки в белых перчатках, которые ездят так аккуратно, будто возят самого императора. Первое, с чем мы познакомились с Киото, это святилище Фусими-Инари, важный синтоистский храм, который пересекают сеть троп за его главными зданиями. Тропы ведут в лес священной горы Инари высотой 233 метра. Слово «Инари» означает «выращивать рис», поэтому с древних времен Фусими-Инари известно как божество, которое охраняет сельское хозяйство. Также является опекуном процветания в бизнесе и семейном благополучии. По древнему преданию лисы являются посыльными бога Инари, поэтому на территории святыни большое количество бронзовых статуй лис с ключами в зубах от хранилищ. Ворота классные, приезжайте сюда только пораньше, идеально вообще, наверное, в 7 утра, пока не такое пекучее солнце, хотя сейчас 9 утра, но очень-очень жарко. Следующая локация была Киёмидзу-дера, храм на деревянной террасе над всем городом с прекрасным видом и в интересном районе Гион, где живут и работают гейши. Многие туристы тут могут арендовать национальное одеяние и кимоно, чтобы глубже погрузиться в местную культуру, ну и, конечно, сделать колоритные фото. Друзья, позади нас храм Кимэнзо. И вообще вот таких вот храмов здесь
в Киото очень-очень много. Все потому, что это древняя столица Японии. Она была столицей с 794 года, когда ее перенесли сюда из Нары, потому что Нара было там перенаселение, до 1868 года, когда столицу перенесли из Киото в Токио, потому что нужно было модернизировать страну, менять феодальный строй на более модернизированный новый. А у Токио расположение все-таки лучше. Вот поэтому столицу тогда и перенесли. Но из-за того, что Киото 1000 лет было столицей, здесь безумное количество храмов, 6, 7, 8 век, и все они сохранились в великолепном состоянии. Здесь практически каждое второе, если, наверное, не каждое первое здание находится под защитой ЮНЕСКО. Поэтому приезжайте обязательно в Киото, маленький городишко, есть что посмотреть, безумно красивые храмы и, естественно, японцы в национальных кимоно. Перед следующей достопримечательностью мы решили прогуляться в центре города и были очень поражены десятком комиссионок, где продают винтажную люксовую одежду и сумки. Тут можно найти модели, которые давно уже не производятся, а цены, конечно, далеко не низкие. Вот смотрите, какое количество сумок разных. Тут с такой конвой, есть вот с такой какой-то, ну я не знаю, может у кого-то есть такие сумки, но мне попахивает, что это, честно, паль какая-то, вот как будто в Неаполе. Это не паль, это просто серия у них такая канва. Есть такая канва, Серия канва паль называлась. Ого, а что малышки стоят дороже, чем большие? Может ценники перепутать? 3 ляма? Да, сколько это, вот мне посчитай. 3 миллиона? Давай возьмем Это 20 тысяч вот долларов. Вот такую давай берем. Подожди, давай остановимся на этой. 20 штук. 20 штук. Я тебе сколько стоит вот такая вот средняя бирки? Чуть меньше, чем 20 тысяч долларов. Ну, вот у меня Ну, вопрос. 15. Вот, у меня вопрос. Значит, сумку, если у тебя там нет истории покупок, и то тебе, возможно, ее не вынесут, даже если ты будешь, я не знаю, там покупать тапочки, платочки, чашечки, да, как делают многие девочки, чтобы В сделать... Гермесе есть чашечки? Есть чашечки, Сколько конечно, он стоит? посуду. Точно не скажу, я этим не увлекаюсь. Но просто я к тому, что как бы девочки, да, должны сделать историю покупок, чтобы тебе когда-нибудь, возможно, консультант вынес сумку, и то, возможно, это не случится. Подожди, ну а Поэтому- что девочки, есть же и мальчики покупают Hermes, Ну, есть мальчики, конечно. которые хотят быть девочками. Больше девочки все равно. Но суть в том, что на что идут девушки, чтобы заполучить заветную сумочку Биркин. Я бы сказал. На что идут девушки? Чтобы за 20 тысяч-то получить сумочку, а? Ладно, что идут девушки? Покупают у байеров в 2 раза дороже, да? То есть если в среднем сумка будет стоить, мы не берем сейчас крокодила какого-то, какие-то там камни. Это ты девушку описываешь или сумку? Объясни мне. Ладно, шутка, конечно, сумка. Мы не берем, да, там кожу. Все девушки красивые. Крокодилю или еще что-то. Мы берем самую такую обычную Биркин. Ничего особенного. супер, конечно, за 20 То тысяч. есть от 8 до 12 тысяч стоит сумочка в магазине. Байеры же ее продают от 20 тысяч и выше, да, 20-22. И на что идут девушки, покупают в 2 раза дороже, чтобы не делать вот эту вот глупую историю покупок. Мне вообще политика Hermes это... То бишь байер зарабатывает больше, чем 100% сумки? Да. Поэтому очень выгодно, если тебе вдруг вынесут сумку в магазине, как делают, бывает, такое тоже бывает, реально тебя выносят сумку в магазине Hermes, то многие просто берут и перепродают ее потом. Перепродают, может, чуть-чуть дешевле, чем байера, но в любом случае это идет в заработок. Мы если вот это купим за 20 тысяч, за сколько мы ее, за сколько Не, сможем мы продать? ее не Мы ее сможем. сможем продать за 10? Нет. Вот вам и бизнес, чтобы вы понимали. Короче, друзья, это был небольшой обзор. Как видите, комиссионок в Японии просто, я не знаю. Давай мы не будем магазин, где сумка за 20 тысяч, называть комиссионкой. Давай его называть бутик. Нет, ну я не знаю, почему в Японии на самом деле такие дорогие Hermes, хотя эта комиссионка должна быть дешевле, да? Мы даже берем ту же Chanel, не 10 с чем-то там, да, а 6,5, ну дешевле же в любом случае. Ну да. Вот. Ну так вот, этих комиссионок в Японии просто на каждом углу. И даже иногда думаешь, а точно ли тут оригинал, не фейк? Выпустил ли Потому Hermes что- столько сумок, сколько Потому что на в самом Японии? деле, чтобы понять, там надо хорошо разбираться, там у них свои секретики есть в Да. этих сумках.
Поэтому что, пошли в Макдональдс, мы там хорошо разбираемся в бургерах. Ладно. Ну а далее было то, что поражает глаз любого туриста – бамбуковая роща Варасиями. Это не просто лес, это живой коридор, который будто соединяет наш мир с другим. Бамбук в роще Арасияма впечатляет своими размерами. Большинство стеблей достигают высоты 15-20 метров. Когда идешь по тропе, возникает ощущение, что оказываешься в другом, совершенно сказочном мире. Это вторая по популярности локация в Киото, и она просто великолепная. Видите, вон сколько людей позади. Но если пойти чуть-чуть вглубь, можно сделать шикарные кадры. Сюда тоже лучше приезжать, естественно, заранее, в будний день, не выходной, потому что по выходным, как обычно, и туристов больше, и местные норовятся обязательно сюда приехать. Никто не знает, друзья, кто его посадил, когда, как вообще он здесь появился. Вот в источниках мы не нашли информацию, лишь легенды о том, что лес появился тысячи и тысячи лет назад. Но как было на самом деле, никто не знает. Если вам хочется добавить немного спорта в свою жизнь и увидеть обезьян, то welcome на гору обезьян Иватаяма. Путь наверх занимает около 20-30 минут, и он не будет легким, так что берите обувь поудобнее и обязательно водичку. Наверху вас встречают местные жители, японские макаки. Они свободно гуляют по вершине, играют, ссорятся, умываются в ручье, как настоящая семья. И все это они делают с прекрасным видом на город. Красота, да? Угу. Очень красивая локация. Смотровая, обезьяны. И Стоило того, что подниматься, честно. Я думала, что я на полпути уже все. не, на самом деле не так тяжело. Бывали локации потяжелее. Бывали потяжелее. Чтобы понять Киото по-настоящему, нужно знать одну важную вещь. Императоры жили здесь 1000 лет, это правда. Но правили Японией не они. Страной управляли сигуны, военные правители. Именно они контролировали кланы самураев, принимали решения, которые меняли судьбу страны. И именно они строили замки, которые до сих пор стоят как напоминание о времени мечей, власти и абсолютной дисциплины. Позади нас замок Нидзё. Это центральная площадь Киото. И самое интересное, друзья, что это замок не императора. Все же знаем, да, что Киото это была бывшая японская столица. 1000 лет мы об этом говорили. Но это здесь не проживал вообще император. Здесь проживали другие правители, которые фактически правили страной. И звали их сёгуны. Кто же такие были эти сёгуны? Во времена развития самураев с 8 по 12 век они фактически подчинялись именно императору. Но к концу 12 века в Японии стали происходить беспорядки. И нашелся самый такой смелый, мощный самурай, военачальник,
военачальник, который смог всех объединить и навести порядки в стране. После этого император решил дать ему титул сёгун, что означало генерал, полководец. И вот этот сёгун фактически стал первым в Японии генералом, сёгуном, правителем, который подчинялся поначалу только императору. Но через 200 лет сёгуны подумали, о чем мы должны слушаться этого императора. У нас же сила, у нас же армия, мы же фактически есть силой страны. И после этого сёгуны взяли под свое управление саму Японию и правили, начиная с 14 века до 1868. Помните, 1868 – это момент модернизации страны, когда столицу переводят с Киото в Токио, когда страна меняет свой строй, и до 1868 страна фактически была под правлением не императора, а сёгунов. Это был, как можно провести аналогию, сегодня премьер-министр. Так вот тогда тоже император был, конечно, это объединяющей личностью, но сёгуны – это была сила. И вот здесь, на центральной площади, замок тех самых сёгунов. Есть, конечно, второй золотой замок, но этот главный, он находится здесь, на центральной площади. А императорский находится в парке. Будете, когда в Киото, то обязательно посетить этот замок, самый главный сёгуновский. Ну и, конечно, Кинкандзю – это золотой замок. Он является самый красивый. Наверное, одним из самых красивых замков вообще Японии, который тоже строили непосредственно сами сёгуны для себя, для того, чтобы принимать императора и других членов императорской семьи. А так, в 1868 году, когда модернизировалась страна, вместе с модернизацией ушла целая эпоха. Ушла целая эпоха самураев. Это было очень классно показано в фильме «Последний самурай» с Томом Крузом, где фильм действительно многое что передал, который, кстати, снимался именно здесь, в Киото. И вот в 1868 году Япония не только стала той Японией, которую мы фактически знаем, но и ушла целая эпоха самураев вместе с сёгунами. Но чтобы увидеть настоящий масштаб сёгунской эпохи, мы отправились туда, где власть ощущается физически, в Осаку, к одному из самых величественных замков страны. Осакский замок – огромная белая крепость с массивными каменными стенами, которые собирали по кускам, перетаскивали вручную и укладывали так, чтобы пережить любые войны. Друзья, помните сёгунов, которые правили Японией до 1868 года? Так вот, у них замки были не только в Киото. Вот этот замок построили они в 16 веке. У них были замки даже и в Токио. Он тогда назывался Эдо. Токио его стали называть только после переноса туда столицы. Самым красивым же замком эпохи сёгу считается замок Химинзи, который находится в часе езды от Осаки. Но самым главным замком для сёгунов был именно вот этот замок 16 века Осаки. А причина тому была, в принципе, проста. Во времена, когда столица Японии находилась в Киото, все торговые пути вели сюда, в Осаку. И именно здесь проходили все сделки по морепродуктам, по рису. И с тех времен Осака считается кулинарной столицей. А сами японцы ее называют кухонной столицей Японии. Но история Японии – это не только мечи, власть и замки. Это еще и нежность, спокойствие и связь с природой. И чтобы почувствовать ее, мы отправились в место, где человек и животные живут бок о бок уже 1000 лет. Место, где по улицам гуляют священные олени, которые, по легенде, были посланниками богов. Мы приехали в Нару. Здесь олени подходят к вам так, будто знают вас всю жизнь. Они принимают угощения, кланяются в ответ и создают то самое чувство Японии, где древние мифы до сих пор живут среди людей. Это просто невероятно, честно. Ты приехал здесь, вот первое, что происходит, когда ты выходишь с машины, у тебя просто открывается рот от удивления. Как может быть такое количество оленей? Вот как? Кормить их можно только специальным печеньем шика сенбэй. Но будьте готовы, что как только у вас в руках появится корм, олени будут бегать за вами, пока вы будете пахнуть этим кормом. Это была не самая лучшая идея.
олени прямо пристают. Ребята, подождите, 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 подождите. На корм. Откуда взялись же здесь олени? Самый такой, наверное, популярный вопрос. Кто же их сюда привез? Друзья, никто их сюда вообще не привозил. Они здесь жили, были и не тужили, пока в 1889 здесь не построили парк. Самый старый парк Японии. Вот как он появился, Нара-парк, так здесь стали олени не просто жить, а уже и пользоваться благами парка. Здесь же и травка, которую любят они клевать. Здесь же есть специальные водоемы для питья. Ну и тут появились, естественно, продавцы лакомства оленей. Это специальная вот эта печенька, которую можно купить за 200 йен и покормить оленя. Недалеко от Нары находится еще один древний храм Хорюдзи, построенный в VII веке, когда в Европе еще не существовало половины государств. Он пережил пожары, войны и эпохи и стоит до сих пор. До 8 века Япония не была объединенной. Здесь существовали различные племена, кланы, которые жили по своим правилам, у каждого был свой правитель. Они даже общались на разных диалектах. И вот в 710 году император Сётоку смог объединить всю Японию по своим началам и создал централизованную власть здесь, со столицей в городе Нара. Но когда он это сделал, вот этому храму было уже 100 лет. Вы представьте, друзья, 607 год. Это начало 7 века. И этот храм уже здесь находился. Это самый старый храм Японии. И самое старое деревянное здание во всем мире. Когда император Сёкото создал столицу Японии в Наре, он был уверен, что эта столица будет долго служить Японии. Но так случилось, что через 70 лет уже новый император был недоволен расположением столицы. Во-первых, она располагалась в не очень удачном месте. Во-вторых, здесь уже к тому времени было большое перенаселение. А в-третьих, здесь было огромное количество буддийских храмов и буддийских монахов, которые лично мешали императору. Он хотел все-таки самостоятельно и лично править Японией. И тогда у него родилась идея перенести столицу из Нары в Киото. Этот город был окружен горами, был более защищенный. И плюс ему нравилось, что там, кроме него, никто бы не имел власть на целую страну. И так в 784 году столицу из Нары перенесли в Киото. Друзья, сегодня мы побывали в Японии, стране, которая будто живет в будущем. Но, как мы увидели, будущего не бывает без прошлого, и мы постарались показать вам, с чего начинался ее путь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, путешествуйте. Наш мир невероятный.